И всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая часть серии гайдов по зомби Андреасу. И сегодняшней нашей темой для гайда будет особые виды оружия. Хочу заранее сказать то, что данное видео построено на мнении автора, и оно может не совпадать с мнением разработчиков и с мнением зрителя. Приятного просмотра. Предисловие. В данном видео собрано мнение автора, и оно может отличаться от мнения разработчиков и других игроков. На этом все. Переходим к самому видео. Мне было тяжело придумать, как я начну данное видео. Данное видео я начал с предисловия, а теперь уж из сведения. Думаю, я в введении все вкратце скажу вам. Это видео предназначено также для новичков, которые только начинают играть. Я расскажу, где можно найти оружие, и покажу на одном примере, как эффективно оружие, продемонстрированное в видео. Пожалуй, давайте познакомимся с самым доступным оружием, с которым вы в первую очередь ознакомитесь. Это двухствольный дробовик, или же двухстволка. Называйте как хотите. Способы получения двухстволки различные. Первый, самый простой. Это при лутании домов мы можем убить, скажем так, грабителя, разбойника. И из него нам выпадет двухстволка, если он, конечно, ей вооружен. Второй способ, если мы играем за отморозка, мы можем убивать фермеров, и у некоторых из них будет на вооружении двухстволка. И третий способ, он довольно-таки редко срабатывает, но это купить у продавца. Почему редко? Да потому что торговцы зачастую не торгуют двухствольным дробовиком, они торгуют самыми примитивными видами оружия по типу Г-36 или Кольт. У данного вида оружия дальность стрельбы 40 метров. Текущий урон составляет от дроби 110, полный урон 1760 единиц. Пожалуй, я не буду затягивать тему по поводу данного вида оружия. Мы просто сразу перейдем к демонстрации. И прежде чем мы перейдем к демонстрации, я хочу вам сказать то, что в данном видео демонстрация будет проходить только на военных и только на их военной базе, которая находится в Сан-Фьеро. Скажу вам заранее, то, что на данном видеофрагменте мы сразу можем увидеть то, что оружие неэффективно на дальней дистанции, как я и говорил ранее, дистанция 40 метров. И поэтому, если вы собираетесь захватывать авианосец, вам придется использовать помимо двухстволки и другое оружие. Также хотел дополнить то, что в нашем тестировании мы используем не только сами оружие, но и с напарником. Для эффективности в случайный момент мне попался другой выживший, я его решил взять в команду и решил продемонстрировать, на что способен игрок, а также напарник. Вы увидите все дальше.
Думаю, данный видеофрагмент хорошо продемонстрировал, как устроена двухстволка, какой у нее урон и на что способен игрок. Напарники, как всегда, тупили, поэтому я продемонстрирую то, что смог. Извините меня, я не хочу растягивать хронометраж, поэтому обойдемся тем, что у нас имеется. Давайте не будем томить и перейдем к более чему-то интересному. Пулеметы М60 и М249. Это постоянная тема спора в комьюнити, что лучше. Скорострельный М60 или же точный М249. Разница в боезапасе невелика. Всего лишь 35 единиц. У первого 200, у второго 165. У первого дальность 1100, у второго 600. Лично сами выбирайте, что вам нравится, но я предпочту М249. Я не стану их разделять на две разные категории, потому что здесь разница невелика, каждому свое. И поэтому в демонстрации будет сразу два видео, и вы сами решите, что для вас лучше. Как вы можете заметить, оба оружия эффективны и проявляют себя довольно-таки неплохо. Достать М60 или М249 уже будет посложнее, нежели двухствольный дробовик, потому что М249 или М60 можно найти только на военной базе, только у патрулей военных и только получить за класс Джаггернаут. Получаем мы случайный пулемет либо М249, либо М60. Данное оружие, на мое мнение, слишком переоценено комьюнити, потому что все игроки любят выдавать Барретт своему напарнику, чтобы сбивать вертолеты, но зачем выдавать напарнику Барретт, когда можно выдать тот же самый М60 или М249?
В текущей версии зомби Андреаса Барретт имеет дистанцию стрельбы 1 километр и имеет средний урон 587, когда максимальный я видел максимум 1800 урона, 1800 единиц урона. Думаю, мы не будем заострять сильно внимание на данном оружии, а сразу перейдем к тесту его и затем к следующему нашему оружию. Думаю, на этом можно завершить нашу первую часть уникального оружия в зомби Андреас. Подмечу по моему мнению. Следующая часть выйдет скоро, не сомневайтесь. Эпилог данного видео. Я хотел бы перед вами извиниться, что это не полный выпуск. Почему я его решил разделить на две части? Да потому что я не хочу делать большого хронометража видео, это первое. Второе, я решил поделить видео на две части, потому что в этой части я вам показал более тяжелое такое оружие, а во второй части я вам покажу более легкие виды оружия. Не сомневайтесь, видео выйдет скоро, я думаю, на это я потрачу, максимум неделю-две, не больше. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Не забывайте подписываться, ставить лайки, ведь это мне помогает продвигать канал. А также у меня в комментариях оставляйте только позитив. В описании, точно про описание. В описании есть ссылки на поддержание канала. Все, на этом все. С вами был Саня. Всем удачи.